10 самых известных кораблекрушений. MS World Discover. Он был датским круизным лайнером, созданным в 1974 году. Во время круиза в 2000 году он наткнулся на скалу на Соломоновых островах, в результате чего затонул. Был быстро отправлен сигнал бедствия, и весь экипаж с пассажирами были благополучно доставлены на другой пассажирский паром. Было предпринято несколько попыток спасти лайнер, но ни одна из них не увенчалась успехом, отчасти из-за того, что большая часть лайнера была разграблена и повреждена во время гражданской войны на Соломоновых островах. С тех пор он остается в заливе Родерик и теперь является популярной местной туристической достопримечательностью, его даже можно увидеть на Google картах. Nuestra Señora de las Mercedes. Это считается величайшим открытием золотых сокровищ в истории. Сокровище было найдено на останках испанского военного корабля Nuestra Señora de las Mercedes, затонувшего у побережья Португалии в 1804 году. В 2007 году место крушения было найдено американской компанией Odyssey Marine Exploration. Груз, перевезенный во Флориду, составлял около 17 тонн золота и серебра в испанских монетах стоимостью около $500 миллионов. На 2012 год данный клад считается самым ценным из когда-либо найденных под водой. В феврале 2012 года по решению суда штата Флорида груз был возвращен правительству Испании, и он теперь выставлен на различных выставках по всей стране. Доуна Пасс. Крушение Доуна Пасс вошло в историю как самое смертоносное из всех морских бедствий мирного времени. Это был зарегистрированный на Филиппинах паром, и 20 декабря 1987 года, перевозя около 4500 пассажиров, он столкнулся с нефтяным танкером Mount Vector. Последовали пожар и взрыв, в результате которых погибло 4386 пассажиров и выжило только 24 человека. Виной всему было отсутствие надлежащих мер безопасности и связи, и, как сообщается, филиппинским морским властям потребовалось 8 часов, чтобы узнать об инциденте. Из-за пожара многое на корабле было уничтожено, и теперь его вспоминают как азиатский Титаник. Месть королевы Анны. Это военный корабль XVIII века, наиболее известный как корабль легендарного пирата Черной Бороды. Первоначально служивший в британском флоте, корабль позже был захвачен французами, а затем пиратами с 1717 года. Хотя Черная Борода использовал корабль меньше года, за это время он добился некоторых из своих величайших достижений. В 1718 году он посадил корабль на мель и покинул его, избежав захвата британцами, взяв на абордаж соседний корабль меньшего размера. В 1996 году останки мести королевы Анны были обнаружены примерно в 1 миле от берега Атлантик-Бич в Северной Каролине. На сегодняшний день восстановлено более 250 000 артефактов. Как один из немногих обнаруженных пиратских кораблей, он внесен в Национальный реестр исторических мест США. Васа. Это шведский военный корабль, который, как полагают, строился с 1626 по 1628 год. Он затонул через 20 минут своего первого рейса 10 августа 1628 года после сильного ветра и наводнения. Было предпринято несколько попыток спасения, но ни одна из них не увенчалась успехом. Только в 1961 году обломки корабля были успешно восстановлены, в том числе 1000 артефактов. Корпус оказался на удивление цел, и с помощью некоторой реставрации корабль
стал популярной шведской туристической достопримечательностью, которую на сегодняшний день посетило более 22 миллионов человек. Мэри Роуз. Мэри Роуз – военный корабль эпохи Тюдоров, введенный в эксплуатацию во время правления Генриха VIII. Спущенный в 1511 году, он участвовал во многих сражениях против Франции, Британии и Шотландии, а в 1545 году затонул во время сражения с французами. Затонувший в Соленте, недалеко от острова Уайт, он был обнаружен в 1971 году и спасен в 1982 году. Остатки кораблекрушения теперь можно увидеть в музее в Портсмуте, и он стал одним из самых дорогих и масштабных проектов в истории морской археологии. Помимо самой конструкции корабля, было обнаружено более 26 тысяч артефактов, многие из которых сейчас выставлены на всеобщее обозрение. Также были обнаружены останки примерно половины погибших членов экипажа, и анализ костей показал, что многие из них страдали от таких заболеваний, как артрит, рахит и цинга. USS Arizona был американским линкором, построенным для ВМС США. Служил многим целям, от сопровождения президента Вудро Вильсона на Парижской мирной конференции до отправки в Турцию во время Греко-турецкой войны. И был отправлен из Калифорнии в Перл-Харбор в Гавайях в 1940 году в ответ на угрозу японского империализма. 7 декабря 1941 года японцы бомбили авианосец «Аризона», он взорвался и затонул. 1177 членов экипажа и офицеров погибли. Обломки корабля до сих пор лежат на дне Перл-Харбора под мемориалом USS Arizona. Мемориал, посвященный всем погибшим во время атаки, построен на останках корабля. РМС Лузитания был британским океанским лайнером, спущенным в 1906 году и совершившим в общей сложности 202 трансатлантических перехода, прежде чем он был торпедирован и потоплен немецкой подводной лодкой 7 мая 1915 года. Из 1962 пассажиров и членов экипажа на борту 1191 человек погиб. Вызвав возмущение и шок во всем мире, некоторые считают, что это был главный фактор, побудивший США вступить во Вторую мировую войну в качестве союзника. Поскольку он эксплуатировался в течение 7 лет до затопления, он находился в гораздо худшем состоянии по сравнению с «Титаником», и многое было разрушено при первом взрыве торпеды. Он находится в 11 милях к югу от маяка в Кинсейле в Ирландии. Были предприняты различные попытки спасения Лузитании, при этом многие из оставшихся предметов корабля были восстановлены, некоторые из которых находятся в частной собственности, а другие выставлены в музеях по всему миру. РМС Репаблик. Звезда крушения на $1 миллиард. Репаблик был построен в 1903 году и эксплуатировался как паровой океанский лайнер. Только 23 января 1909 года в 5 часов 30 минут утра произошла катастрофа, которая столкнулась с лайнером Lloyd Italiana S Florida недалеко от Нантакета, штат Массачусетс, и затонула на следующий день около 20 часов 40 минут. Процесс был оценен как безупречный в то время. С момента затопления вокруг сокровища, которое якобы затонуло вместе с кораблем, ходило множество слухов и легенд. Оценочная стоимость затонувшего сокровища варьируется от 250 тысяч до $3 миллионов. Сотни артефактов были извлечены из места кораблекрушения, и их можно увидеть на различных выставках по всему миру, от посуды до мебели и даже меню.
Титаник. Многие из нас знают его по мега-блокбастеру Джеймса Кэмерона «Титаник» 1997 года, который включал в себя реальные кадры жутких останков корабля. Предполагаемый непотопляемый океанский лайнер отправился в свой первый рейс 10 апреля 1912 года, но незадолго до полуночи 14 апреля столкнулся с айсбергом и затонул менее чем за 3 часа. Унесшее 1514 жизней, его часто вспоминают как одно из самых известных и трагических кораблекрушений в истории. Только в 1985 году франко-американская экспедиция смогла добраться до места кораблекрушения и обнаружила, что он был разделен пополам, причем каждая половина лежала на расстоянии примерно 1/3 мили друг от друга. Было обнаружено, что кормовая часть почти полностью разрушена, тогда как носовая часть находится в гораздо лучшем состоянии, а некоторые интерьеры невероятно целы. Сотни артефактов были извлечены из места кораблекрушения, и их можно увидеть на различных выставках по всему миру, от посуды до мебели и даже меню.